Привет, любимые ARMY! Сегодня я с тяжелыми новостями. Хотя их нелегко сообщить, я думаю, что нам важно знать их вместе, чтобы мы могли поддержать и защитить наших замечательных людей от BTS. Давайте начнем. Это был тихий день для фан-сообщества BTS, пока внезапно социальные сети не загудели из-за распространения фотографии с тренировки Чонгука. Фотография распространилась очень быстро. Внимание привлекло не его выступление, а его шляпа. На ней было написано «бежевый Сабуми Метаписию», которая, по мнению некоторых, была связана с деликатным политическим вопросом. Эта фотография, сделанная с закрытой тренировки, которая даже не была открыта для публики, внезапно стала центром споров. Не дожидаясь разъяснений, ряд сторон, особенно антифанатов, немедленно воспользовались этим моментом, чтобы начать жесткую критику, исказить факты и преувеличить проблему. Начали появляться уничижительные комментарии, даже беспочвенные обвинения, чтобы навредить имиджу Чонгука. Однако Чонгук не молчал. Через несколько часов после начала беспорядков, около 2 часов ночи по корейскому времени, Чонгук лично написал и опубликовал длинное рукописное письмо на платформе Weverse. В письме он признал свою ошибку и принес глубокие извинения. «Я полностью признаю, что не проверил внимательно политический смысл надписи на кепке. Это была огромная оплошность с моей стороны, и я отношусь к этому очень серьезно. Это полностью моя вина. Я был беспечен и легкомыслен». Он также заявил, что сразу же выбросил кепку и пообещал быть более осторожным в будущем. Этот быстрый и искренний ответ показывает его чувство ответственности, даже несмотря на то, что ему пришлось бороться со сном, чтобы написать письмо посреди ночи. Также стоит отметить, рассматриваемая фотография была сделана во время частной репетиции, которая была незаконно слита в открытый доступ. Big Hit Music никогда не делились фотографией на своих официальных каналах и не использовали изображения для каких-либо рекламных акций. К сожалению, несмотря на честные и открытые извинения, волна критики со стороны антифанатов не утихла. Они продолжают распространять негативные и искаженные истории. Однако ARMY решили отреагировать зрело и вдумчиво. Вместо того, чтобы слепо защищать его, фанаты сосредоточились на важности принятия извинений Чонгука и поддержки его в становлении более осторожным человеком. Они активно распространяли контекстную информацию, что это была закрытая практика, и что Чонгук действовал сразу после того, как осознал свою ошибку. Они также не давали разговору переусердствовать, повторяя ошибку, чтобы предотвратить искажение восприятия за пределами фандома. На форумах и в социальных сетях ARMY объединились, чтобы представить справедливую историю, признать ошибку, но также подчеркнуть сожаление и ответственность Чонгука. Речь шла не только о защите своего кумира, речь шла о том, чтобы сообщество проявило зрелость, заботу и единство среди бури критики. Следующая новость: видеоспор Феста 2025. Был ли Джин исключен? Феста 2025 – мероприятие, которое должно было стать сладким празднованием 12-летнего пути BTS, вместо этого превратилось в болезненный момент для многих фанатов. С утра тысячи ARMY заполнили Кинтекс в Ильсане, Кёнгида. Они пришли в приподнятом настроении, наслаждаясь фотозоной, выставочной площадкой и различными памятными вещами BTS. Но среди волнения был неприятный сюрприз. В главном видео к 12-й годовщине BTS, которое транслировалось во время показа, отсутствовала одна важная фигура – Ким Сак Джин. Клип, который должен был стать данью уважения всем участникам BTS, вместо этого включал фрагменты сольных выступлений Джей Хоупа, Чонгука, Чимина, RM, V и Шуги. Но не было ни одного сольного выступления Джина. Даже в групповых моментах визуальные образы Джина были размытыми или даже полностью вырезаны. Разочарование тут же вспыхнуло. На месте проведения мероприятия ARMY сердито спрашивали друг друга, почему Джина не было? Как участник BTS мог остаться в стороне от такого памятного мероприятия?
Боль усугублялась тем фактом, что это был не первый раз, когда организаторы допустили такую ошибку. Поклонники подозревали, что если это не было намеренным, то это была грубая халатность, которая была неприемлема. Гнев быстро распространился в социальных сетях. В разных странах появились хэштеги вроде «решетка Apology и «решетка BTS7 Trending». Поклонники коллективно отправили организаторам HYPE письма с протестом, требуя официального разъяснения и публичных извинений. Они ясно изложили свои требования. Если это было непреднамеренно, исправьте видео, признайте ошибки монтажа и гарантируйте, что подобное больше не повторится. BTS – это всегда 7 человек. Никогда не упускайте ни одного. Для многих армий это было не просто отсутствие участников видео. Речь шла о принципе, что BTS едины. Неважно, кто в армии, кто на действительной службе или кто только что вернулся. Они все те же 7. Несправедливое отношение к одному из них наносит вред всей группе и всему фандому. В то время, которое должно было быть обнадеживающим временем перед возвращением участников со службы в армии, этот инцидент был словно холодная вода на их руках. Он не только нанес урон праздничному духу, но и нанес урон доверию, которое было построено за 12 лет. Эти два инцидента, кепка Чингука и отсутствие Джина в клипе Феста, послужили напоминанием о том, что наши кумиры – люди, и что компании совершают ошибки. Но что еще важнее, как мы, как фандом, отреагировали – с большим сердцем, сильным голосом и зрелостью, которая редко встречается в других сообществах. Армия не только любит BTS, но и поддерживает их, когда наступает шторм. Они требуют ответственности не из ненависти, а из любви, слишком большой, чтобы позволить чему-то подобному случиться снова. BTS – это 7 человек, всегда 7, и мы, армия, будем рядом с ними навсегда.